Всем привет! В этом ролике я хочу рассказать еще об одной очень интересной, на мой взгляд, конструкции приемника прямого преобразования. Перед вами пробная модель, печатная плата, можно даже сказать макет приемника прямого преобразования на микросхеме NE602 и LM386. Ну, о самом приемнике я расскажу более подробно после того, как мы прослушаем его работу. А сейчас я бы хотел предварительно просто рассказать такое небольшое повествование о том, чем же, собственно, меня заинтересовала данная конструкция или данный концепт приемника прямого преобразования. Просматривая в интернете некоторую статистику по приемнику прямого преобразования, построенному на микросхеме К174Х2, я сделал такой интересный вывод, что схема пользуется достаточно большой популярностью, и причем популярность эта с каждым разом, в общем-то, растет. И в основном строятся приемники прямого преобразования однодиапазонные на этой микросхеме. И чаще всего, конечно, на низкие частоты, то есть низкочастотные диапазоны. И тут нужно сказать, меня сразу как бы посетила такая мысль. Дело в том, что Х2 микросхем по большому счету уже нету. Достаются там где-то у кого-то на руках, со склада выпаянные, вот как у меня там еще остатки. Есть на Алиэкспресс там какие-то микросхемы TSA 440, по-моему, они идут. Но как бы там они тоже дорогие. Что можно сделать, что является альтернативой? Тут у меня возник вот такой вот вопрос. И эта альтернатива, в общем-то, была найдена. Я вспомнил, что когда-то давно я на Алиэкспресс заказал себе штук с десяток NE602 микросхем и тоже LM386 микросхем в SMD исполнении. Они у меня лежали, наверное, года два валялись, я их никуда не использовал. Ну и тут я подумал, а почему бы не использовать этот замечательный смеситель, кстати, аналог его SA612, в хорошем приемнике прямого преобразования для начинающих. Микросхема NE602 в своем составе имеет балансный смеситель транзисторный, ну и соответственно генератор, внутренний генератор, который мы можем использовать в качестве ГПД. Собственно, все, что нам и нужно. Это практически все то же самое, что содержит в себе микросхема К174Х2. Только она, естественно, доступна и можно заказать ведро этих микросхем за копейки. Ссылочки, где можно заказать на Алиэкспрессе эти микросхемы LM386 и NE602, как всегда, будут под этим видео. Так что заходите, обращайте внимание. Полистав даташит на эту микросхему и поискав в интернете ссылки схем приемников прямого преобразования, построенных на микросхеме SA612 или NE602, я, в общем-то, обратил внимание на некоторые источники. Например, была публикация неплохая в радиоконструкторе номер за 11 месяц, за ноябрь 2010 года журнал. Там публиковалась конструкция лабораторного приемника прямого преобразования на NE602 и LM368. То есть суть ее заключалась в чем? Мы имеем некоторые ГСС, допустим, подключаем на шестую ножку, кидаем сигнал с ГСС и получаем вседиапазонный приемник прямого преобразования. Задумка очень хорошая, но это, сами понимаете, не полный приемник и не очень-то интересно с собой везде таскать ГСС. То есть это, как правило, стационарный вариант. Далее я встретил публикацию, которая также вот перед вами будет на экране, из радиоконструктора за январь месяц 2016 год. Там также публиковался приемник прямого преобразования, вседиапазонный, или, скажем так, многодиапазонный, где, в общем-то, предлагалось использовать ГПД, внутренний генератор и, соответственно, конденсатором переменным КПЕ осуществлять поиск радиостанций. Еще одна довольно интересная схема, которая также представлена перед вами. Это нашего коллеги, радиолюбителя из Франции, F6, Боря Щука-Ульяна. То есть, что он предложил в этой схеме? Он предложил трехдиапазонный вариант.
вариант. Также настройка на радиостанции осуществляется уже с помощью варикапной схемы, то есть с помощью потенциометра многооборотного резистора. Схема, конечно, удобная, но, как я понял, схема не отработанная. В итоге на основании всех материалов, собранных из интернета, которые были мне доступны, я сообразил некую свою схемку, которую считаю в принципе оптимальной для данного симбиоза микросхем NE602 и LM386. В моем варианте схемы это будет однодиапазонный приемник прямого преобразования, причем его можно делать на любой диапазон. 80 метров, 40 метров, 20 метров, 160, кому интересен этот диапазон. Далее, этот приемник будет содержать минимум моточных узлов, потому как, если вы видите, здесь я ДПФ делал, в общем-то, на контурах телевизионных от модулей цветности. Но в своей схеме, которую я предлагаю в моей печатной плате однодиапазонного варианта, которая, кстати, тоже будет выложена под этим видео, смотрите, там будет ссылочка на архив. В архиве будет моя схема, разработанная мною, и, соответственно, печатная плата. Так что можете скачивать и пользоваться, как обычно. Далее, моточные узлы будут только в генераторе. Вот такая вот приблизительно будет катушка, только она будет располагаться уже горизонтально. А ДПФ будет полностью построен на стандартных дросселях. Собственно, та же самая идеология, которая была в приемнике прямого преобразования на микросхеме К174Х2. При этом этот приемник не содержит магнитофонных головок, то есть здесь балансный смеситель, балансный выход у него, задействованы два входа микросхемы LM386 и прямой и инверсный. Тут будет применяться по большому счету RC фильтр, поэтому головка тут, в общем-то, нам не понадобится. Как вы увидите дальше, этот приемник будет достаточно прост. Для повторения вы ознакомитесь и поймете, что это так. Ну а сейчас я предлагаю просмотреть, как этот приемник звучит. В данном случае это будет 40 метров. Наружная антенна, стандартный диполь 40-метрового диапазона. Ну и приступим. Хотите, она вышлет, она денег назад отошлете, вернее, потом, как получите, проверить, что правильно. Sierra Cantos. Kilo. Ready Alpha 4 Hotel Golf 5909.
Thank you, Sugar Papa 8 kilo. City Campus, Sugar Papa 8 kilo. Сергей, Елена, Лена, Борис, Тройка, Игорь, Центр, Щука. Здравствуйте, Евгений. 5-9, сюда плюс 20, Виктор, Брянск, прием. Елена, Николай, 7, Леонид, Антон, Сергей, Покуда, 5-9. 5917, thank you. Sierra Papa 8 kilo. Lima Zulu 7 Germany 5 now 108. 050, thank you. LCQ contest, Radio Delta 3, Delta Sierra contest. Sierra Papa 8 kilo. Charlie, what's right? Play 13 to full time. Charlie, 30 kilometers, 3 on the Ну, в общем, как вы видите, приемник звучит достаточно неплохо. А сейчас я расскажу более подробнее о некоторых его узлах и достоинствах и недостатках. Первое, на что нужно обратить внимание, это на сам генератор. Как я уже сказал выше, генератор построен по стандартной схеме, практически по даташиту из микросхемы NE602. Задействован внутренний генератор. И, соответственно, этот генератор содержит пара-тройка конденсаторов в обвязке. Вот вы видите, вот эти трубчатые КТшки стоят. И вот такую вот катушечку. Катушечка, в общем-то, выполнена из первого попавшегося под руку куска трубки полиэтиленовой. Вот смотрите, я вам покажу. Вот такая вот у меня была вот трубочка. Не знаю, что это за трубка, может какая-то сантехническая, может бог его знает, откуда оно вообще, что у меня взялось. В общем, я отпилил, скажем, от любого края буквально вот такую вот часть и сообразил на ней катушку. Катушка содержит около 50 витков, собственно говоря, до полного заполнения. Проводом 0.31, 0.35, в общем-то, не столь даже важно. Там, в случае чего, по диапазону можно будет подобрать уже конденсаторами, вывести, так сказать, в границы диапазона. Настройка у нас осуществляется в этом приемнике, так как я уже сказал выше, с помощью многооборотного резистора. Вот он, это китайский обычный резистор фирмы Borns, по-моему. В чем, собственно говоря, преимущество? Ну, в том, что, во-первых, этих резисторов полно на Алиэкспресс, их можно заказать также за копейки. Они сейчас там недорогие, ссылочку я тоже скину на них, так что кому надо, пожалуйста, смотрите, заказывайте. Это, пожалуй, сейчас намного легче, чем приобрести где-то нужный конденсатор КПЕ. В качестве варикапов, вот стоит варикап, у меня здесь стоит варикапная сборка КВС 111. Автор предлагал в качестве варикапа ББ-109. Ну, я их не нашел. Ну, и слава богу, что я их не нашел. Отличнейшим образом подходит вот это вот КВС-111. Диапазона перекрытия хватает в принципе с хорошим запасом. Около 10-20 кГц снизу и сверху. Я считаю, это отлично. Вот этим вот резистором, единственным подстроечным резистором, он на плате будет один. У вас на плате он будет один, на той плате, которую я выложил. Им можно подбирать как раз вот границы перекрытия.
То есть увеличивая, уменьшая сопротивление, мы соответственно сужаем или расширяем границы перекрытия. Но в данном случае он у меня выкручен полностью. Соответственно, у нас полное перекрытие с большим запасом, я считаю, по краям диапазона. И при этом настройка осуществляется довольно плавно и комфортно. ДПФ, как я уже говорил ранее, у меня построены вот таким образом. Я почему их сделал такими на своей макетной плате? Потому как я еще в принципе не знал, чего я хочу добиться и вообще, в общем-то, что из этого приемника можно получить. Поэтому я сначала делал все по максимуму, то есть насколько хорошо это возможно для данного приемника. Но в моем варианте платы и схемы ДПФ будут у вас применяться соответственно на стандартных дросселях. И для НЧ диапазонов этого с головой, то есть абсолютно достаточно. Больше мудрить ничего не нужно. Конечно, если делать этот приемник на 20-метровый диапазон, то лучше применить вот такие вот контурочки. То есть вот такие катушечки, намотаны проводом ПШО. Эти каркасы взяты из блоков модулей цветности старых телевизоров 3 УСЦТ, 4 УСЦТ, их там было просто валом. Можно также применить любые каркасы с радиоприемников переносных. Почему я именно использовал микросхемы в SMD исполнении, я уже объяснял, потому что у меня их вагон и маленькая тележка, и мне нет никакого смысла заказывать в DIP исполнении. Поэтому печатная плата тоже была изготовлена в SMD исполнении. Если кому-то нужен DIP, ну, ребята, в общем-то разводку я даю, а там уже проявляйте фантазию, как говорится, умения и затачивайте плату под себя. Тут, как говорится, уже все в ваших руках. Хочу высказать некоторые соображения по поводу многодиапазонности данного приемника. Ну, честно говоря, сколько я не пытался, сколько я не бился сделать многодиапазонный вариант, ну хотя бы вот как вы видите двухдиапазонный вариант на принципе, основанном на принципе гармоник, у меня так и не получилось добиться с этого генератора большого спектра гармоник. Причем, чтобы эти гармоники были по уровню, ну, хотя бы как основная или немного там меньше. Ну, я не знаю, как у нашего французского коллеги получился трехдиапазонный вариант приемника на гармониках. Я вот ломаю голову, честно говоря, может быть у меня недостаточно знаний, никто не спорит. Ну, кто знает, тот подскажет. Вот кто-то делал этот приемник и у кого-то что-то получилось. Пожалуйста, в комментариях делитесь своими мыслями и идеями. Но у меня не получилось запустить на гармонике 20-ку. Ну и полистав, соответственно, некоторые материалы в интернете, я также не увидел, кроме вот той схемы, которую я вам уже показывал, я не увидел ничего подобного, чтобы кто-то что-то городил. То есть в основном это переключаемые диапазоны, это переключаемые катушки генератора и переключаемые ДПФ. Да, в таком варианте это стандартный вариант, как, собственно, классика жанра. Ну и в заключение, как всегда, подведу некоторые итоги. Эта схема для новичков в принципе может оказаться даже намного проще, потому как здесь уже не применяется магнитная головка в качестве ФНЧ фильтра и соответственно содержится минимум моточных узлов. Катушка ГПД может быть немного меньше по размеру. На моей плате, которую я оставляю вам под этим видео, там она будет располагаться вот так горизонтально, будет лежать, и она будет иметь размер 20, 10 и 4. То есть она будет хорошо вмещаться вот в это место, вот в этом же месте будет располагаться, а плата будет намного меньше. Ну вот где-то вот такая вот будет платка, вот она. Приемник имеет достаточно хорошую чувствительность. Но, как и всем приемникам, работающим где ГПД работает на основной частоте, присуще пролазание вещательных станций в основной канал приема. Соответственно, в данной конструкции аттенюатор просто необходим. Ну, собственно говоря, здесь очень неплохо справляется аттенюатор на одном резисторе 22 кОм. Кому хочется, можете делать аттенюатор на колечке.
На этом я заканчиваю свой обзор. Хочу еще раз напомнить, что почаще заглядывайте под видео, где слово «еще», щелкаем по слову «еще», и нам открывается полный список с ссылками, там, где можно приобрести радиокомпоненты, также само ссылки на архивы со схемами, ну и, соответственно, полезные ссылки на форум. Также у нас есть в Телеграме чат. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!